Сегодня в домах известных белорусских правозащитников и журналистов по всей стране прошли обыски. Связано это с неким очередным уголовным делом о подготовке к массовым беспорядкам. По информации Следственного комитета, силовики намерены вычислить источники финансирования белорусских протестов. И для этого им понадобилось завладеть техникой и даже деньгами работников правозащитного центра «Весна», Белорусской ассоциации журналистов, компании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси», а также профсоюза РЭП. Под облаву попали не менее 20 человек, многие из которых перестали выходить на связь. Кроме этого, в доме гомельской журналистки Ларисы Щеряковой прошел обыск в рамках уголовного дела об убийстве сотрудника органов внутренних дел. Становится очевидно, что громкие заявления представителей КГБ о том, что протесты в Беларуси сдулись, не имеют под собой никаких оснований. Массовые зачистки и сфабрикованные на скорую руку абсурдные уголовные дела говорят лишь о том, что режим панически боится предстоящей весны. Вчера в интернете появился документ, адресованный Минфину от Комитета госконтроля с предложением изменить налоговое законодательство для индивидуальных предпринимателей. Среди предложенного увеличения налогообложения на юридические, бухгалтерские, маркетинговые и иные услуги, введение для ИП платы за снятие наличных свыше 3000 рублей в месяц, а также увеличение платежей в фонд соцзащиты и усиление уголовной ответственности за выплаты в конвертах. Примечательно, что совсем недавно стало известно о сокращении размера фонда соцзащиты населения. Видимо, власти не придумали ничего более, кроме как закрыть эту экономическую дыру за счет ИПшников, которые вряд ли выдержат такое резкое повышение налоговой нагрузки. А это значит, что предпринимателям придется закрыться, все распродать, а то и вовсе уехать из страны. Возможно, именно это станет новым толчком для начала протестной волны этой весной. Капитан спецназа Роман Гаврилов признался в убийстве Геннадия Шутова, однако он и его напарник проходят по делу как потерпевшие, а судят Александра Крудюкова, который вместе с погибшим 11 августа был на протестной акции. На суде спецназовцы заявили, мол, Шутов и Крудюков набросились на них с арматурой, и тем пришлось защищаться. Правда, судью смутил тот факт, что Гаврилов, чтобы отпугнуть нападавших, выстрелил не в ногу, а в голову Шутову, а именно в затылок. На вопрос, мог ли Гаврилов избежать выстрела и сохранить жизнь Шутову, тот ответил, что сделал все, что мог. Дескать, он плохо себя чувствовал. Стоит отметить, что момент убийства попал на камеры видеонаблюдений. На кадрах отчетливо видно, что на спецназовцев никто не нападал, да и арматуры в руках Шутова и Крудюкова тоже не было. Следственный комитет завершил проверку по факту смерти одной из жертв августовских протестов Александра Вихора. В возбуждении уголовного дела отказано. Официальной причиной смерти так называемые правоохранители назвали внезапное обострившееся заболевание сердечно-сосудистой системы. Только вот у данной версии есть множество нестыковок. 25-летнего Александра задержали 9 августа в Гомеле, и уже спустя 2 дня он скончался в реанимации туберкулезной больницы, куда его уже в состоянии клинической смерти привезли из СИЗО. В медицинских документах была указана закрытая черепно-мозговая травма. Кроме того, на теле убитого было множество травм, гематом и переломов. Но даже это не послужило причиной для расследования. Важно отметить, что в Беларуси до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам смерти участников протестов, а также насилия со стороны силовиков. К весне паранойя приспешников Лукашенко продолжает прогрессировать. В стране готовится законопроект об иностранных агентах, являющийся полной калькой с одноименного российского закона. Он может быть принят уже в ближайшее время. В соседнем государстве данный нормативный акт позволяет признавать шпионами СМИ, простых граждан, а также некоммерческие организации, которые получают помощь из-за рубежа. При этом помощью считаются не только финансовые дотации, но и любое занятие политикой в самом широком смысле слова. От наблюдения за выборами до критических постов в соцсетях на политические темы. Российский опыт показывает, что если успеть записаться в шпионы самостоятельно, то можно отделаться только штрафом. А вот если за этим делом человека застанут компетентные органы, тогда ему будет грозить уголовный срок. Одновременно с этим российские СМИ обязаны указывать свой статус во всех публикациях, которые размещаются в интернете, а те, кого признают шпионами, не имеют права занимать должности на госслужбе. Что ж, как говорится, перенимаем самое лучшее. Судя по всему, дела у Лукашенко настолько плохи, что ему не остается ничего лучшего, кроме как продолжать кошмарить бизнес, тем самым стремительно отпиливая налоговую ветку, на которой он сам же и сидит.
За поводами далеко ходить не надо. Главным маркером лояльности к нелегитимному режиму давно стало красно-зеленое полотнище. Если его нет, это становится отличным подспорьем, чтобы спустить всех собак на так называемых протестунов. С этим видом репрессий столкнулся гипермаркет «Майл», расположенный в столичной Каменной Горке. После отказа повесить провластный символ на фасаде торговую точку тут же начали кошмарить бесконечными проверками. Стоит отметить, что ранее они проходили планово раз в год, а сейчас чуть ли не каждый день. Аналогичная ситуация недавно происходила и с магазинами сети Евроопт, которые не захотели демонстрировать всему миру псевдопатриотизм в преддверии ВНС. К слову о последнем, еще одной причиной, чтобы вырезать неугодных для Лукашенко, стал недостаток белорусских товаров на прилавках. Так, египетская картошка и польские яблоки вместо местных разносолов оказались поводом для задержания владельца сети «Грин» Геннадия Кирейкова. В чем обвиняют мужчину, пока неизвестно, но, как говорится, был бы не я батька, а статья найдется. И это все на сегодня. Не забывайте подписываться, ставить лайк и писать комментарии. До встречи завтра и живи Беларусь!